Здравствуйте, добро пожаловать. Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a practicar el ruso escuchando sobre un compositor muy famoso ruso, es Tchaikovsky. Vais a escuchar y también vais a ver el texto en la pantalla que os va a ayudar por si no conocéis alguna palabra. También podréis poner los subtítulos en español por si necesitáis no entenderlo mejor lo que estoy diciendo. Así que si ya estáis preparados, listos para escuchar, vamos a empezar. Петя Чайковский родился в 1840 году в маленьком городе Воткинск. Это далеко от Москвы. Когда Пете было 5 лет, он начал играть на пианино. Представляете, такой маленький мальчик, а уже музыкант. Его мама тоже любила музыку и часто играла на пианино дома. Когда Петя вырос, его родители хотели, чтобы он стал юристом. Знаете, кто такой юрист? Это человек, который работает законами. Петя послушался родителей и даже работал в суде. Но музыка была его настоящей любовью. Он часто думал о ней, даже когда был на работе. В 22 года Чайковский решил учиться музыке серьезно. Он пошел в консерваторию. Это специальная школа для музыкантов. Там он много занимался и стал настоящим композитором. Интересный факт. Чайковский получил диплом только через 5 лет после окончания учебы. Почему так? Дело в том, что в консерватории тогда не было официального разрешения выдавать дипломы. Когда это разрешение появилось, Чайковскому сразу выдали его диплом. Петр Ильич написал более 80 музыкальных произведений. Это очень много. Среди них есть оперы, симфонии и, конечно, знаменитые балеты. Он работал днем и ночью, потому что очень любил музыку. Вы, наверное, слышали о балетах «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Их написал Чайковский. Эти балеты знают и любят во всем мире. В «Лебедином озере» рассказывается красивая история о любви принца и девушки-лебедя. А «Щелкунчик» – это волшебная сказка, которую часто показывают на Новый год. Чайковский много путешествовал. Он был в разных странах Европы, во Франции, Италии, Германии, а еще он был в Америке. Там он участвовал в открытии знаменитого концертного зала Карнеги-холла. Это было большое событие, и музыка Чайковского там очень понравилась. Вы удивитесь, но Петр Ильич был не только композитором, но и журналистом. Он писал статьи о музыке в газеты и журналы. Люди с интересом читали его мысли о музыке и других композиторах. Чайковский очень любил природу. Он часто гулял в лесу и слушал пение птиц. Эти звуки природы потом появлялись в его музыке. Например, в его произведении «Времена года» можно услышать весеннюю капель или шум осеннего ветра.
У Чайковского была интересная привычка. Он всегда работал стоя. Да-да, он писал музыку за специальным высоким столом. Он считал, что так лучше думается. Сейчас имя Чайковского носят многие музыкальные школы и консерватории в России. А в Москве есть большой конкурс молодых музыкантов, конкурс имени Чайковского. Лучшие пианисты и скрипачи со всего мира приезжают туда показать свое мастерство. Да, Петр Ильич Чайковский был очень интересным человеком и создал много прекрасных произведений, которые люди слушают уже больше 100 лет. А вам нравится слушать классическую музыку? Вы когда-нибудь слушали Чайковского? Напишите мне в комментариях. Мне очень интересно об этом узнать. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Пока-пока.